Лена имела хаски по имени Дина, подарок от ее бывшего бойфренда. Она глубоко привязана к собаке, но из-за своего активного образа жизни часто оставляла ее одну на продолжительное время. Как правило, Дина оставалась в квартире с предварительно приготовленной едой и подстилками для выполнения своих естественных потребностей. Однажды Лена решила провести пару дней в другом городе. Как обычно, она оставила еду и воду для Дины и отправилась на вечеринку. С течением времени еда и вода в квартире закончились, но собака все еще терпеливо ждала возвращения своей хозяйки. Лена, встретившая нового парня, продолжала отдыхать, убеждая себя, что с Диной все будет в порядке еще один день. После недели ожидания Дина пробила отверстие в двери кухни и съела оставшуюся еду. Затем ей удалось открыть холодильник и его опустошить. Лена, забыв о своем домашнем питомце, проводила время на пляже со своим новым парнем, который обещал ей многое. Дина терпела голод и одиночество 2 недели, ослабевая все больше и больше. В один момент ее терпение закончилось, и она начала громко выть и лаять. Соседи стучались в дверь, но, увы, хозяйки не было, и каждый возвращался домой, думая, что проблема решена. Дина продолжала ждать, с трудом поднимаясь и смотря в окно в надежде увидеть хозяйку. Однажды курьер с едой заметил Дину и упомянул о ней соседке, к которой привез заказ. Женщина с раздражением рассказала курьеру о недосыпах из-за собачьего воя и о неответственности хозяйки. К счастью, это обсуждение подняло вопрос о судьбе Дины и, возможно, дало ей шанс на спасение. В отличие от большинства людей, которые бы просто прошли мимо, курьеру эта ситуация не давала покоя. У него самого было 2 собаки, и он знал, что такое ответственность за животных. После того, как он сделал свою доставку, он вернулся к окну, но там уже не было Дины. Мужчина не уехал, он ждал. Затем поднялся наверх и постучал в дверь квартиры, но ответа не последовало. Курьер решил вернуться вечером, но ситуация не изменилась. Никто не открыл дверь. Утром следующего дня он снова приехал и пообщался с соседями. Подозревая, что что-то не так, он решил обратиться в полицию. Мужчина намеренно искажал факты, говоря, что это его родственники и что в квартире осталась собака. Соседи подтвердили его слова, и дверь была вскрыта. Внутри картина была ужасающей: разбросанные вещи, разорванная мебель и изможденная собака на полу. Дина была на грани смерти, но все еще жива. Курьер моментально забрал ее и отвез в ветеринарную клинику. Хоть шансов у нее было мало, но благодаря профессионализму врачей собаку удалось спасти. Он забрал ее к себе, и со временем Дина поправилась. Через 2 месяца хозяйка квартиры вернулась и была шокирована произошедшим. Она не чувствовала себя виноватой, предлагая лишь слабые оправдания. Ей выписали небольшой штраф. Соседи, в свою очередь, осознали свою ошибку в том, что не предприняли ничего раньше. Хозяйка стала объектом всеобщего презрения, и ей пришлось продать квартиру и переехать. Хотя ей досталась лишь малая доля того наказания, которое она заслуживала.